Описание представленных томограмм пациента 2008 года рождения от 22 октября 2019 года. Область исследования – головной мозг. Получено изображение суб- и супратенториальных структур головного мозга. Область турецкого седла не изменена. Цистерны основания мозга не расширены. Срединные структуры мозга не смещены. Желудочковая система мозга не расширена. Боковые желудочки симметричны. Суpraцеллярная цистерна пролоббирует в полость турецкого седла. Расстояние от верхнего края гипофиза до хиазмы 9 мм. Высота гипофиза 2 мм. Участков патологической плотности в веществе головного мозга не выявлено. Субарахноидальные пространства и борозды мозга не расширены. Кости свода и основания черепа не изменены. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не определяются. Слуховые проходы, проходимы с обоих сторон, симметричны. Пневматизация гайморовых пазух клеток решетчатого лабиринта лобных и основной пазухи сохранена. Патологические включения в них не выявлены. Носовая перегородка в передней и средней трети смещена влево на 6 мм. Область исследования – шейный отдел позвоночника. Получено изображение шейного отдела позвоночника в аксиальной, корональной, сагитальной плоскости. Использована трехмерная реконструкция. При КТ-исследовании шейного отдела позвоночника определяется: шейный лордоз сглажен, свежие костно-травматические изменения не выявлены. Паравертебральные мягкие ткани. Обращают на себя внимание множественные лимфоузлы размером до 13 на 8 мм с обеих сторон. Зубовидный отросток С2 расположен симметрично относительно боковых масс атланта. Соотношение боковых атланто-аксиллярных суставов правильное, конгруентность суставных поверхностей сохранена. Просвет позвоночного канала не компримирован. От уровня нижнего края тела С6 до верхнего края TH2 на протяжении 33 мм между краем нижней челюсти и началом грудной клетки определяется участок измененного сигнала от спинного мозга. Снижение плотности до плюс 16, плюс 20 по Хаунсфилду. Жидкостные включения. Заключение. КТ-картина пустого турецкого седла. Лимфоаденопатии шеи. Артефакты сканирования в шейном отделе спинного мозга. Сирингомиелия шейного отдела позвоночника. Искривление носовой перегородки. Рекомендовано консультация педиатра. МРТ шейного отдела позвоночника. МРТ головного мозга. Консультация невролога. А врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук М.А. Котов, заведующий центром КТ-МРТ клиники Медиус, ассистент кафедры лучевой диагностики ССГМУ имени Мечникова. Комментарий врача-рентгенолога. Добрый день. Убедительных данных за подвывих С1 нет. Есть минимальная асимметрия, но это в пределах нормы. У ребенка есть признаки формирования пустого турецкого седла. Это признак повышенного внутричерепного давления, что вкупе с искривлением носовой перегородки может давать головные боли. С этим к неврологу. Кроме того, исследование вам сделали не совсем правильно. Голову и шею делали на одной взрослой программе, а надо снимать отдельно голову, отдельно шею. Там разные параметры сканирования. Поэтому между челюстью и грудной клеткой виден некий дефект в спинном мозге. Скорее всего, это дефект сканирования, но надо сделать МРТ для оценки спинного мозга. На КТ вообще голову и шею смотрят только при травме. Есть увеличение шейных лимфоузлов, надо показаться педиатру, это может быть признаком инфекции. Воспаление тройничного нерва достоверно видно только на МРТ с контрастом, по дефектам контрастирования.